Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Добро пожаловать на новый выпуск рубрики «Кратко». Это рубрика, в которой я обсуждаю какие-то новые интересные альбомы в рамках 5 минут, чтобы все было быстро, четко, ясно и кратко. Даю небольшую рецензию, ставлю оценочку. Все у нас как обычно. И сегодня у нас на очереди новый альбом Эда Ширана под названием Minus. Перед стартом небольшое объявление. В прошлых роликах я несколько раз рассказывал о том, что у меня появилась функция спонсорства на YouTube. Она все еще как бы доступна, если что, можете проверить. И если вы хотите поддержать мой канал на YouTube, мой канал в Телеграме, но, к сожалению, эта функция недоступна в Беларуси, России, но ссылочка в описании на Бусти, там будет все то же самое, что для спонсоров на YouTube. Так что, если хотите меня поддержать, то можете прочекать. Там вас уже ждет расширенный выпуск видоса про Лану Дель Рей. Ну а мы начинаем. 5 минут на часах. Поехали. Итак, признаюсь на берегу, я с очень позитивным отношением подходил к новому альбому Эда Ширана, потому что если вы смотрели мой канал раньше, то вы знаете, как сильно я раскритиковал альбом Equals. Можете посмотреть мой обзор по ссылке. Точно так же я отношусь к альбому Divide. Он мне абсолютно не понравился. Я считаю, это очень был сильно скачок вниз после его альбома Multiply. И в целом все то, что творилось с Эдом Шираном последние лет 5, мне абсолютно не нравилось. И вот вроде как, читая описание альбома, то, что Эд Ширан про него рассказывал, что мы возвращаемся к более деликатному звучанию, на альбоме будут подняты довольно эмоциональные темы. Это депрессия, это какие-то страхи, это эмоции. И мне казалось, что ну вот оно, Эд Ширан наконец наигрался в родийного поп-мальчика и готов выдать нам что-то крутое. Ну вот как будто мои ожидания пытались оправдаться с каждой песней, но так и не оправдались. Объясняю, альбом Minus это такой фолковый, очень лиричный альбом, очень похожий, скорее всего, целенаправленно относящийся к дебютнику Эда Ширана. Это альбом Plus, потрясающе красивая пластинка. Проблема в том, что давайте вот посмотрим, как развивалась карьера Эда Ширана. С дебютным альбомом Plus мы видели такого вот молодого парня с горящими глазами, который готов нам под гитару рассказать все четко, ясно, очень эмоционально, очень честно, очень откровенно. Из-за этого он зашел людям. Я никогда не буду спорить, что его дебютник это очень красивый альбом, на котором есть потрясающие композиции. Потом он уже, войдя в такой статус селебы, поднимается с альбомом Multiply, где он выдает все те же плюс-минус хорошие темы, но уже в более такой массовой оболочке, радийной. И, соответственно, с этим альбомом происходит его такой большой рывок в карьере, он становится суперзвездой, и что у нас происходит дальше с альбомом Divide и Equals? Это то, что Эд Ширан забивает, собственно, на творчество и начинает клепать радиохиты по вот лекалам, какие у него были, что у него работало, то он и начал делать. Естественно, все это началось с пресловутой, отвратительно ужасной композиции Shape of You. И сама идея того, что он вроде как возвращается к своему началу, на бумаге кажется великолепной. И включив альбом, с первой же песни мне кажется, что ну вот, оно случилось. Потому что песня Boat мне показалась, наверное, лучшей его композиции с момента выпуска песни Castle on a Hill. И потом начинается вторая песня Salt Water, и кажется мне, что я уже в экстазе, и все будет супер. Но после этого играет песня номер 3 Eyes Closed, которая также является лид-синглом, и у нас происходит очень жесткий резкий скачок вниз, потому что композиция звучит настолько просто, настолько обыкновенно, ну вот прям generic, при этом припев, ну, он уже был, причем у самого Эда Ширана. Я не могу вспомнить, какая это была конкретно композиция, но такое я уже слышал 100%, по-моему, надевает. И вот такое чувство, что с Eyes Closed дальше мы вот прыгаем куда-то не в ту степь, и, к сожалению, альбом до самого конца просто отказывается раскрываться. Это альбом, который вот можно описать, даже будучи критиком, словом, которое я никогда не использую, потому что оно часто не подкреплено какими-то логическими объяснениями, но этот альбом скучный. Ты его слушаешь, и ты понимаешь, что Эд Ширан, несмотря на то, что пытается выдать какие-то эмоции, настолько погряз в самом жанре, который он для себя уже создал, что он не может добить, не может нырнуть куда-то глубоко. У него не получается раскрыть тему. Он просто топчется на месте, и, к сожалению, он делает это
целых 14 песен. И даже если там местами возникают какие-то более-менее интересные моменты, как, например, песня Curtains, которая в целом неплохая, она настолько теряется в там песнях, которые до нее 5 штук абсолютно неинтересных, после нее 5 штук абсолютно неинтересных, что ты просто не можешь пересилить себя, чтобы хоть как-то попытаться насладиться этим материалом. И вот в этой попытке концепции возникают какие-то абсолютно клоунские моменты, как песня Дасти, которая там вообще как будто из другого огорода пришла к нам. И все это начинает вызывать много неприятных вопросов и чувства, как будто артист настолько дистанцировался от своего творчества, что даже в попытке прыгнуть в самые глубокие чувства, эмоции, выходит какой-то абсолютно поверхностный альбом, в котором, ну, действительно не за что зацепиться. И если бы я рекомендовал этот альбом, я бы предложил выключить на второй песне, потому что, к сожалению, кроме них выделить на альбоме абсолютно нечего. Но, к сожалению, все, что доказывает альбом Minus, это то, что когда человек очень осознанно, очень с таким структурированным подходом продает себя радиоформату и песням ради стримов, наверное, у него что-то щелкает, и он просто не может вернуться обратно. И я считаю, что абсолютным показателем моих этих слов является альбом Эда Ширана Minus. И беря все это во внимание, я хочу поставить пластинке оценку 5,6 из 10. Ну и, конечно же, я жду ваше мнение. Пишите в комментариях, как вам новый альбом Эда Ширана, какие песни понравились, какие не понравились, что вы в целом думаете. Давайте обсуждать, общаться и выходить на диалог. Также не забывайте поддержать ролик лайком и комментом, чтобы просто его распространить другим людям, и он, возможно, попал в рекомендации. Но у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.